Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательный шашлык из говяжьей вырезки, хачапури на шампурах и ароматные овощи на гриле. У меня сегодня вот такая шикарная говяжья вырезка, и ее нужно подготовить. Такой шашлык не требует предварительного маринада, тем не менее саму вырезку нужно подготовить. Убираем голову и тонкий край, а саму вырезку аккуратно зачистим от пленки. Разрежем ее пополам. Смотрите, какая потрясающая. И еще наполовинку. Говяжья вырезка — это очень нежное мясо, которое жарится быстро. Его можно подавать при прожарке медиум к столу. Но для того, чтобы оно не пересохло во время приготовления, каждый кусок завернем во внутренний жир. У меня есть вот такая скатерть. Немного ее обрежу. Вкладываю кусочек говяжьей вырезки и плотно заворачиваю в жир. И теперь каждую такую колбаску нарезаем на порционные кусочки. Пополам. Нанизываем на шампур. Смотрите, замечательный медальон, со всех сторон окружен жиром. Супер! И такому мясу не нужен отдельный маринад. Соль, перец и немного кориандра. Кориандр и перец измельчим в ступке. И вот такими крупномолотыми специями посыпаем наше мясо. И немного соли. А для того, чтобы специи еще лучше раскрывали свои ароматы, сбрызнем их буквально парой каплей оливкового масла. И пока мясо дожидается углей, замаринуем грибы и овощи. Для маринования грибов мне больше всего нравится использовать майонез и немного соевого соуса. И перемешать в этом грибы. И переходим к маринованию овощей. Баклажаны и кабачки нарежем кругами. А перец широкими пластинками. Сбрызнуть ароматным нерафинированным подсолнечным маслом, соевым соусом, немного коричневого сахара для сладости и черный молотый перец. Соевый соус, коричневый сахар и черный молотый перец. Можно добавить немного сушеного чеснока. Запускаем руки и все перемешать. Выкладываем овощи на решетку, а шампиньоны нанизываем на шампура. И финальное блюдо к сегодняшнему столу — хачапури на шампурах. Нам понадобится сыр сулугуни. Если нет, можете взять сыр моцарелла, но хороший, соленый, вкусный сыр. У меня вот такими большими кусками. Нарезаем на полоски.
И каждый такой кусок сыра нанизываем на шампур. Делаем это по самому центру куска сыра. Не переживайте, если сыр будет немного трескаться, у вас все равно будет тесто, как каркас. И теперь нам нужно обернуть наш сыр в тесто. Я буду использовать готовое слоеное дрожжевое тесто. Оно у меня вот такими пластинами. Нарезаю их вот такой толщиной и немного подраскатываю. Толщина примерно 2-3 мм. Делаю загиб для красоты. Берем шампур с сыром. Нанизываем тесто. Теперь начинаем аккуратно обматывать сыр. Делаем это так, чтобы у нас не оставалось дырок. Каждый раз с небольшим нахлестом. Хорошенько защипываем края. И если не хватило, берем еще один кусочек теста. А тем временем у нас готовы угли, и мы можем поэтапно начать обжаривать овощи. Начну с баклажанов. Класс. Осталось смазать хачапури яйцом и отправить их запекаться. Возьму 2 яйца и немного их взобью. Теперь при помощи кисточки смазываем хачапури яйцом. И с обратной стороны. И отправляемся запекать хачапури и жарить шашлык. И тому и другому блюду жарится примерно 15 минут. Угли должны быть седыми. И если говорить о говядине, то ее можно приготовить за 2 переворота, обжаривая с одной и с другой стороны. За хачапури нужно постоянно следить и постоянно их переворачивать, чтобы тесто не сгорело. Пора снимать. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее пробовать невероятно сочное мясо, не менее ароматные овощи и яркое по вкусу хачапури на шампуре. Давайте разрежем одну. Говядина, овощи и сыр. Что может быть лучше?